Всем привет, мои хорошие! Сегодня наконец-то делюсь с вами своей гигантской постройкой, огромным красивым домом с оранжереей, о которой я вам уже говорила об этой постройке. Так вот, вся идея началась с того, что я хотела построить круглую оранжерею с пальмой, потому что я когда-то видела это вживую. Есть такой дом, где к обычному дому примыкает вот такая вот круглая оранжерея с пальмой, которую когда-то подарил какой-то кубинский политический деятель СССР. И, в общем, эти деятели советские никак не могли найти, где же есть тропический климат, а потом обнаружился вот этот домик, который когда-то был каким-то пионерским. Сначала он был барским, потом пионерским. В общем, нашли для него такую персональную оранжерейку, в которой и росла эта пальма. Она в обхвате была очень большая, то есть она была где-то на 4 этажа, когда вот я была в этом доме. В общем, я давно хотела построить что-то подобное. Но, честно признаться, я хотела построить большую оранжерею с большой пальмой и маленький примыкающий домик. Я построила оранжерею, потом что-то захотела сделать вот эти красивые большие лестницы, ступени открытые такие на несколько секций. Я поняла, что, конечно же, с такой лестницей не может быть очень маленький домик. Тут придется все-таки что-то более масштабное, и я начала расширяться, и потом я поняла, что еще нужно по бокам лестницы, и нужно как-то фронтон оформить красиво с колоннами, то, что хорошо подходит, и в реальном доме это тоже так существовало, то есть когда много-много колонн, в принципе, это популярное оформление старых домов, когда много колонн. И в итоге я разошлась по полной программе, и это оказался огромный дом с 4 спальнями. Кстати, всего 4 спальни, на самом деле не так уж много, но можно было и побольше сделать, потому что 2 спальни на 2 этаже, они получились просто гигантскими, я их еле заполнила, я больше не буду так делать. То есть это не так симпатично уж смотрится, это не так эстетично, как хотелось бы, но, в общем, исправлять уже было мало. Косяков, конечно, в этом доме очень много. Самый основной, как я считаю, что на 1 этаже нету туалета. Хотя бы туалет, не то что ванной, но нету туалета, чтобы сходить по нужде. Нужно подниматься на 2 этаж уже в спальню. То есть там, конечно, есть вход, по-моему, через лестницу, но не важно. То есть не очень функционально. На самом деле, если бы это был реальный дом, то в любом случае на 1 этаже был бы туалет, но я его подразумевала под лестницей, но почему-то я решила не делать его под лестницей. Не знаю, что-то у меня как-то не сложилось с этой лестницей, и в итоге вот так вот получилось, что не получилось. И, в принципе, рельеф фронта этого дома, передней части этого дома, я именно просто по своим ощущениям делала, и комнаты потом делила уже как получится, так сказать. То есть там не очень удобно расположены комнаты именно из-за того, что я сделала такой вот длинным, плоским, но зато впереди он очень даже симпатичный. Он полностью вроде как каменный, белый такой, с заборчиками, плюс там еще впереди будет фонтан. В общем, такой вот красивый старый барский дом с большими окнами, большими дверями, проемами и так далее. На самом деле, не такой уж большой, как предполагалось, но гораздо больше, чем я могла вообще обставить и понять вообще, как все это функционирует. Повторюсь, получилось 4 спальни, то есть мама, папа, еще у нас вяжущая бабушка. Новый каталог пришелся очень кстати, я решила все-таки сделать комнату бабули с вязальной комнатой вместе. Надо было поделить эти комнаты гигантские, вы потом увидите их. Но что-то, в общем, я не поделила сразу, и потом мучилась, и переделывать мне уже не особо хотелось, потому что там надо было бы делать какой-то коридорчик. В общем, мороки было много, но это все из-за того, что я его заранее не спланировала, то есть я полностью на импровизации это все делала, и вот это была моя ошибка, собственно говоря.
Плюс внизу у нас получилась очень большая кухня, с которой у меня были проблемы. Я никак не могла что-то с ней сделать. Не знаю, не получалось что-то у меня с ней. Я и так, и сяк, и так шкафчики, и сяк шкафчики. В общем, как-то не очень у меня получалось. Зато столовая симпатичная такая, открытая, светлая получилась. Мне понравилось. Там есть еще зала или холл с телевизором, с камином, с кучей книжных шкафов. То есть такая совмещенная с библиотекой зала. И рабочий кабинет папы этого семейства. Скорее всего, он политик, потому что там это колонна для дебатов из университета. Возможно, он там репетирует свои речи, отрабатывает, как он будет говорить с избирателями, с абонентами. В общем, как-то так. И наверху 2 спальни для детей, для 4 детей, то есть, скорее всего, там школьники, подростки, и 2 спальня для близнецов, маленьких тоддлеров. С одной стороны, мне кажется, это не особо практично, аж на 3-м этаже детей, но с другой стороны, им проще всего спуститься, чем бабушке, например, с 3-го было бы не очень удобно спускаться. Впереди я оформила как смогла, честно, у меня уже не хватило сил абсолютно, то есть сада как такового нету, то есть, в принципе, вся красота в оранжерее с этой пальмой. Впереди фонтан, немного украшенный, немного деревьев, немного еще фонтана, но на этом все, потому что я не знала, как, честно, как это все правильно оформить, то есть я знала, что впереди вот эту округлую штуку нужно сделать, как предполагала, что так оно и должно быть, потому что в реальном доме оно было примерно так, а дальше просто шли, в реальной жизни просто деревья, и я сделала просто деревья. И если вы будете строить, я очень советую немного поменять спальни, то есть все-таки разделить их. И сад, я думаю, можно спланировать как-то иначе, то есть дополнить его иначе, возможно, расширить оранжерею в том плане, что сделать ее немного больше и там прям устроить себе такие тропики, то есть я как раз-таки для оранжереи использовала из набора джунгли и островная жизнь, все растения, то есть именно те, которые любят тепло, пальмы, всякие фикусы, которые там расположены, чтобы именно создать ощущение того, что вы попали в такие мини-джунгли, мини-тропики. И еще одну ошибку, которую я исправила изначально, это я добавила подвал, потому что мне показалось очень несправедливо то, что у них нету прачечной, нету ничего такого. И я никак не могла нигде приткнуть в доме, поэтому я решила просто построить подвал. И у меня, в общем, как-то почему-то не получилось из дома сделать выход в этот подвал. Поэтому для того, чтобы туда попасть, надо немножко выйти из дома. Но, в общем, я там оформила этот вход достаточно так гармонично с остальным домом. И внизу там есть еще и винный погреб такой небольшой, прачечная и просто склад вещей, которые, возможно, не нужны, их там оставили для того, чтобы они там просто не мозолили глаз в основном доме. Хотя, конечно, в этом доме можно потеряться. Я не буду, в общем, больше вам рассказывать, все видно на видео. Я надеюсь, вам понравилось. Досмотрите обязательно до конца, там много интересных идей. Надеюсь, вы что-нибудь подчерпнете, что-нибудь будет для вас полезным и интересным. Подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Приятного просмотра!